Мы хотели показать, что сделано нашей страной за последние несколько лет. И нам есть чем гордиться. Меня Лёва зовут. Лёва, откуда ты? Из России. Нам всем вместе удалось создать особую атмосферу. Не уезжая из Москвы, посетить самый отдаленный уголок нашей большой страны. Всем хорошего дня и отличного настроения. Все, кто сюда приходят, говорят, что они придут сюда еще не один раз. У нас 4 детей в семье. Мы приезжали с детьми всех возрастов, и все находили себе занятия и развлечения по интересам, по возрасту. Россия – это будущий мир. 8 месяцев прожили в такой атмосфере любви, гордости, восхищения. По масштабу и замыслу ничего подобного никогда еще не было. Наша огромная страна со всеми ее достижениями. Показать на одной площадке, чего добились в самых разных сферах, задача не из легких. В кратчайшие сроки предстояло возвести 18 новых объектов на площади 265 тысяч квадратных метров. Результатом работы большой и сплоченной команды стала уникальная площадка, которая позволила разместить не только все экспозиции, но и обеспечить безопасное и комфортное посещение посетителей. Выставка достижений народного хозяйства вновь соответствует своему названию. Точно так же в далеком 1939 году, когда новые, только что возведенные павильоны приняли первых гостей. 4 времени года, в дождь и снег, на солнце и в ненастье, выставка удивляла, поражала, вдохновляла и влюбляла в себя посетителей. Символично, что именно 4 ноября, в День народного единства, на территории ВДНХ открыла свои двери выставка «Россия». В первый день масштабная культурная программа и, конечно, концерт. Самый большой в стране хор первых и певец-шаман поют в едином порыве. Вся выставка России, она же про гордость. Вот, на мой взгляд, вся выставка России, она описывается 2 словами, а точнее 2 чувствами. Это гордость и мечта. Очень знаковое место, очень красивое. Ну и внуков тоже привозим. Вот есть что им показать, рассказать, чем занять. Десятки мероприятий ежедневно, от культурно-развлекательных до деловых. Разные, не похожие друг на друга павильоны и экспозиции, которые дают возможность всем нам по-новому взглянуть на свою безграничную страну, заново открыть ее. Сначала была задача продемонстрировать людям, что достигают наши регионы, что достигают наши компании, что достигают люди в нашей стране. Затем процесс пошел, и стали появляться новые проекты. У входа на выставку всех гостей встречала живая карта России. Это огромное, пестрое, интерактивное панно высотой более 14 метров, созданное по мотивам вышитой карты. Ее вручную создали мастера из регионов с использованием традиционных орнаментов и символов своей местности. Электронный коллаж стал путеводителем не только по выставке, но и по всей нашей огромной многонациональной стране. Узнавать новое о своей стране – это всегда очень увлекательно и, наверное, ценно для абсолютно каждого. Сразу за главным входом ВДНХ посетителей ждет галерея «Достижения России». Один из центральных объектов выставки – футуристический тоннель в форме коллайдера.
Это огромное сооружение, на самом деле, при открытии выставки вызвало у людей сбивчивость маршрутов. Все подумали, что вот она, выставка достижений России, но на самом деле это лишь один ее павильон. И здесь на протяжении всего этого огромного коллайдера, ускорителя частиц, или самое правильное название «Галерея достижений России», представлены наши достижения за последние 20 лет. Следом сердца выставки 75-й павильон с его уникальными стендами всех 89 регионов России. Я хотел попасть на эту выставку вот прям очень давно, еще как она открылась. Мы поставили себе цель обязательно ее посетить. Мы находимся с вами в самом большом павильоне выставки «Россия». Она как два футбольных поля. От Камчатки до Калининграда, от Мелитополя до Сахалина. Чтобы объехать всю нашу страну, не хватит и жизни. А здесь всего несколько шагов отделяют южные регионы от Дальнего Востока или север от Поволжья. На форуме «Россия» вся страна как на ладони. Нам все рассказывали, понятно, тут все такое красивое, все такое большое. Дорогие гости, скажите, какое у нас самое глубокое озеро в России? Совершенно верно. И мы с вами двигаемся в солнечную республику Бурятия. Более 18 миллионов посетителей, сердца которых бились в унисон. Каждый, кто побывал на выставке, испытывал самый настоящий эмоциональный шквал, радость, гордость, воодушевление и, главное, ощущение единства. Именно в 75-м павильоне проводились Дни регионов. Каждый край нашей необъятной Родины рассказывал о своих достижениях, исторических особенностях и инновационных планах. Горжусь нашим народом. Это прекрасные, светлые, талантливые люди, мужественные люди. Калмыкия — это еще и место силы. От древних кочевников до современных беспилотников. Павильон нашего региона отражает его суть. Он был в виде космического корабля. И я думаю, это очень здорово, потому что наш регион действительно такой инновационный во многих сферах. Опыт, полученный Каримой на выставке «Россия», превзошел все ее ожидания. С багажом знаний она вернулась в родной город и сразу приступила к работе на юбилейных торжествах, посвященных 450-летию Уфы. Когда мне предложили, я прям не задумываясь согласилась, потому что я уже до этого была на выставке в качестве посетителя. Мне она безумно понравилась. Мне кажется, это на самом деле такое крутое место, в котором ты понимаешь, узнаешь, насколько Россия большая, насколько здесь много регионов. Нету другого отношения к Туле, по моему восприятию, как влюбленность и большая любовь. На стенде Тульской области для всех посетителей регулярно проводили мастер-классы тульских ремесел и, конечно, угощали чаем со знаменитыми пряниками и белевской пастилой. Очень вкусно. Советую. Пряники — это не блюдо, а скорее промысел или ремесло. И на самом деле прянику тульскому уже более 300 лет. Мы из Самары, и самарская выставка нам очень понравилась. Каждый регион показал свои достижения в полной силе и в полной мере. С первых дней работы форума «Россия» в 75-м павильоне открыл свои двери универмаг. Уникальное пространство, где каждый посетитель мог познакомиться с лучшими отечественными брендами, приобрести товары и изделия народных художественных промыслов со всех регионов страны. Мы, организаторы, вместе с регионами, каждый продукт, и я не побоюсь этого слова, мы каждый продукт отбирали вручную и только сердцем, потому что нам хотелось представить самое лучшее. Уникальные керамические кувшины и новогодние сувениры, знаменитый гжельский фарфор, украшения из янтаря, традиционная русская вышивка, самовары и ковры ручной работы. Ну, все красивое очень. Ну, хочу внукам какие-нибудь сувенирчики купить. Очень хороший универмаг. Ассортимент универмага постоянно менялся и пополнялся. Но главное, благодаря его работе удалось расширить географию продаж товаров из регионов, популяризировать народные промыслы, до этого не так хорошо известной широкой аудитории.
Очень хочется, чтобы в нашем универмаге наши посетители видели не просто красивые и полезные вещи, а вещи очень богатые нашей историей. Там же, в 75-м павильоне, специально к выставке построили большой концертный зал. Ансамбль Александрова, пронзительная музыка Эдуарда Артемьева, красочный пасхальный концерт. Яркие выступления сопровождали выставку все 8 месяцев. Помимо культурной территории, ВДНХ стала и центром деловой программы. В общей сложности на площадках выставки прошло более 800 деловых мероприятий. На выставке «Россия» мы провели деловую программу в уникальном формате. Впервые, наверное, каждый гражданин нашей страны мог стать непосредственным участником пленарных сессий, круглых столов с участием министров, вице-премьеров, лидеров российского рынка. Старт отраслевым дням на форуме дал председатель правительства Михаил Мишустин. Это очень живое событие с интерактивом, со зрелищными мероприятиями, с вовлечением посетителей в общение. Дни промышленности и финансов, культуры и спорта, экологии, туризма и других отраслей. Говорили и о ключевых достижениях и результатах развития отечественной промышленности. Такая устойчивость является результатом многолетней кропотливой работы над созданием, по сути, новой промышленности вместо той, что пришла в упадок после развала Советского Союза. Залог успеха любого производства – сильная и здоровая нация. Во всей стране и в Москве уже вторая волна идет обновление оборудования. И это оборудование, конечно, должно быть максимально современным, максимально технологичным, максимально достигать уровня мирового здравоохранения. А кто собирается каким врачом стать? Стоматолог. Отлично. А ты кем будешь? Вот это да, у нас... Я неврологом буду. Невролога. Мне кажется, самое интересное вообще направление в целом, это, конечно, объем знаний, которые предъявляются сегодня, требования к терапевту должен быть самый колоссальный. Но это интересно. Кроме 75-го на территории ВДНХ еще 2 десятка павильонов. От просветительского комплекса, посвященного истории ядерной эпохи, до покорения космоса и гастрономического павильона российской кухни. Это первый центральный павильон ВДНХ. Наверное, самый узнаваемый во всей России. Внутри искусственный интеллект помогает выбрать мечту, знакомиться с различными великими деятелями, профессиями, на которых стоит наша страна, и тем, что нас объединяет. Рассказываем о том пантеоне героев, который сопровождает нас, великих людей, которые мечтали в прошлом, их мечты реализовались, их открытия, их достижения. И рассказываем ребятам, что нужно сделать для того, чтобы их мечта реализовалась. Я была в первом павильоне «Движение первых». Меня безумно впечатлил именно масштаб, а также сама история. И, честно говоря, именно вот этот дух патриотизма. Так ждали. Именно с первого павильона начал осмотр выставки президент России Владимир Путин, который посетил экспозицию вскоре после открытия, уже в начале декабря. Я убирал мусор в власти. А где? На тропе здоровья и в Ставрополе. Знаете, где это находится? Даниил и Рената – волонтеры со стажем. Они с первых дней работали на выставке «Россия» и полученный опыт продолжают применять в своем регионе. После выставки «России» очень много прибавилось волонтеров. Самое позитивное – это то, что это все добровольно, и ты действительно именно силами своего сердца помогаешь. 22 августа – День государственного флага, символ единства нашей большой страны. Отмечают его всегда с размахом. В подмосковном Наро-Фоминске волонтеры устроили массовый флешмоб. Очень приятно видеть людей, которые действительно горят этим мероприятием. Это настолько поднимает патриотизм.
Российский триколор гордо развивался и в Самаре. Здесь, на берегах Волги, свою волонтерскую деятельность еще в школе начал Алексей. Мы как помогали пожилым, в целом на улице что-то делали, допустим, заборчики красили, вот, помогали с вывозом мусора. Такое искреннее, настоящее волонтерство. На форуме Алексей сначала трудился простым волонтером, но богатый опыт позволил ему быстро стать координатором нескольких мероприятий. Я применяю опыт, который я получил на ВДНХ, понял за это время, за работу с людьми, вот, с огромным потоком людей. В Самарской области, в своем родном городе Безенчук, Алексей проводит большой велопробег, посвященный Дню флага. Здесь он сразу и ведущий, и организатор. Каждому человеку, каждому волонтеру, с которым я работал не только на выставке, но и здесь, в Самаре, в Безенчуке, эти люди сделали мою жизнь ярче, интереснее. Спасибо им огромное. Только за первые 3 дня выставку посетили более 500 тысяч человек. Сравнимо с населением целого города, такого, например, как Рязань или Астрахань. А к концу 2-й недели на ВДНХ чествовали уже миллионного посетителя. Очень приятно. Вы, я так понимаю, откуда? Мы из Пензы. Итак, друзья, Светлана Павловна Сулейманова стала миллионным посетителем выставки «Россия». Мы вручаем ей сертификат. По нему вы получите 3 билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Зимняя сказка была не только в Большом. Все посетители выставки России могли увидеть показ ледового шоу «Щелкунчик», где главные роли в спектакле исполнили олимпийские чемпионы. Сейчас, конечно, в такую жару сложно представить, что есть зима, но она была. И также была на выставке «Россия». В зимний период вот здесь сам проводил зимние спектакли «Щелкунчик». Мы приехали из Анапы, и попасть на такое шикарное представление, увидеть воочию Авербуха, впечатление, конечно, через край. В декабре на выставке «Россия» был дан старт зимнему сезону. На главной аллее ВДНХ стартовал проект «Елки России». 90 елок. Это специально выращенные в питомниках голубые ели. Хотелось, чтобы елки эти не погибли, а потом были высажены в парке и украшали Москву и радовали еще долгие годы всех жителей столицы и гостей. И каждая елочка была украшена индивидуально, не просто шариками, а она украшена в своем стиле, в стиле региона, в стиле его народно-художественных промыслов. И каждая елочка позволяет поближе познакомиться с культурой этого региона. Знаете, то, что мы видели вот на этих елках, это такая огромная работа, которая была проделана внутри региона по осмыслению своего культурного кода, по наполнению его и пониманию, из чего вообще он складывается. А когда все это было собрано в одну аллею и зажглось, да, мы увидели на самом деле нашу страну. Раз, два, три, Яночка, гони! Зима на выставке «Россия» была и правда сказочной. Гектары территории ВДНХ укрыла снежным покрывалом. И какая же сказка без Деда Мороза? Здесь их был целый парад. Весь декабрь на ВДНХ наряжали елки и исполняли детские желания. В Новый год и в исполнение желаний верят все. Но это все-таки праздник, который в первую очередь посвящен нашим детям. Ребята из разных уголков страны прислали свои открытки с мечтами, и каждая дошла до адресата. Это та самая фантастическая елка желаний. И сейчас я буду в роли Снегурочки исполнять желания детей. Константин, Донецкая Народная Республика, город Мариуполь, 8 лет, мечтает об интерактивном глобусе.
Отлично. Я тебе его пришлю. Николай, Оренбургская область, город Оренбург, 11 лет. Мечтает побывать на киностудии. Организуем поход обязательно. Послание детей на шарах елки желаний прочитал и Владимир Путин. Ксения мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей. Желание девочки Ксюши из Санкт-Петербурга вскоре осуществилось. Она приехала в Москву, посетила выставку «Россия» и прошла долгожданную стажировку как настоящая телеведущая. Здравствуйте. Да, Ксюша, привет. Ксюша, ну как у тебя проходит твоя стажировка в Останкино? Все супер. Я провела 2 подводки, получается, в виртуальной студии и в студии программы «Время». Мне очень понравилось. Я получила много опыта. И вообще я очень рада. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Всего хорошего. Новый год на выставке «Россия» встречали по-особенному. Всей страной. Всеми 11-часовыми поясами, начиная от Камчатки и заканчивая Калининградом. Поздравляю вас с наступившим Новым годом! В новогодние праздники территория ВДНХ стала центром народных гуляний. Сюда приходили целыми династиями от мала до велика. И это не просто так. Ведь наступивший 2024 стал годом семьи. Россия — это действительно огромная семья. Можно сказать, семья семей. Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна, как наша, едина. Поздравляю вас, всех граждан нашей любимой страны, со стартом года семьи. В день старта года семьи на выставке зажгли всероссийский семейный очаг. К нам приехали 1000 человек. Это семьи со всей России, со всех регионов. Это многодетные семьи, семьи участников СВО, это династия. Частичкой тепла им предстояло поделиться со всеми регионами России. Мерцающие огоньки в лампах они развезли от Донбасса до Дальнего Востока, как символ истинной любви и верности. Свой очаг достался и 2 студентам Московского авиационного института. Никита и Александра познакомились на лекции. Потом вместе пришли работать на выставку. Полюбили друг друга. Пожениться решили именно там, где связала их судьба. Так знаменательно, что Путин объявил о том, что год семьи в конце января, и для нас это стало очень символичным событием. И очень рада, что вы так сразу подхватили, так сказать, этот тренд, да. Со дня открытия на выставке «Россия» побывали более 120 иностранных делегаций из самых разных регионов – СНГ, Азии, Южной Америки, Европы, арабского мира. У нас здесь есть своя традиция на выставке. Тут нужно потереть пяточки. Пяточки, и тогда появится ребеночек. Все, решил. Были и знаменитые иностранные гости. Кумир миллионов, известный актер Стивен Сигал, рассказывал о развитии традиционных видов боевых искусств. Не остался равнодушным к увиденному на экспозиции и американский военный эксперт, писатель Скотт Риттер. It's an amazing exhibition, something that every Russian should be proud of. Today, the pride is real, and it's well-deserved and well-earned. Каждый стенд 75-го павильона стремился удивить посетителей и продемонстрировать особенности своего края. Амурская область – это часть Дальнего Востока. Это его, наверное, самая красивая часть. Я наблюдаю за людьми, которые посещают выставку.
выходят отсюда воодушевленные. Глаза горят, и они говорят, мы увидели наконец-то нашу огромную Россию. Мы видим, какая она разнообразная, какая она мощная. На наш стенд пришла семья. Счастливейшие люди. И объявляют, что они выиграли путевку в Амурскую область. Им очень сильно повезло. Самое, что запомнилось на космодроме, это, конечно, пуск ракеты. И самая кульминация момента – это когда ракета уже взлетела, операторы объявляют, что отделяется первая ступень. Полет нормальный, все системы действуют в плановом режиме. Алексей, ну! Первое впечатление от Амурской области похоже на Алтайский край. Тоже очень добрые, гостеприимные люди. Увидеть красоту, уникальность Алтая смогли и все гости выставки «Россия». Добро пожаловать на стенд Республики Алтай. Я работаю с ноября месяца, с начала выставки. За это время здесь удалось пообщаться с самыми интересными людьми, с народностями, с культурой, обычаями. И также мы, как раз-таки алтайцы, тоже рассказываем уже о себе. Новый год я работала, было очень много народу. И, конечно же, было очень много интерактива, не только на нашем стенде, но и вообще в целом. Было ощущение, что меня вообще сносит либо на Кузбасс, соседний регион, либо вообще в Тюмень. Россия – это одна большая семья, десятки миллионов человек. Несмотря на разность, мы вместе, потому что главное, что нас объединяет, это уважение к своим традициям и духовным ценностям. Наша гордость, наше достояние в людях старшего поколения. Тех, кто пережил страшную войну и отстоял наше право на существование. Люди мужества и непоколебимой внутренней силы. Те, на кого нам всем должно равняться. 27 января я работала с блокадниками, и это, наверное, самый запоминающийся опыт, который был здесь на выставке «Россия». Эти люди, вот такое ощущение, что ты прикасаешься к ангелам. Февраля мы праздновали 81-ю годовщину со Дня Победы в Сталинградской битве. Мы напоминали гостям о том, что важно чтить свою историю, показывали медали, которые наши деды получали после Великой Отечественной войны. Чтобы рассказать о всех подвигах наших ветеранов, не хватит и жизни. Но важно продолжать говорить и, главное, передавать эту память следующим поколениям. Наша молодежь, наша гордость, наше будущее. Целеустремленная, образованная, неравнодушная. Если кудри меня зарисуют, то подлизы. Ребята, которые служат примером другим и всегда готовы протянуть руку помощи. От них зависит, какой будет Россия. То, что здесь представлено, было когда-то чьей-то мечтой. Я уверен, что если вы будете также целенаправленно, уверенно чувствовать себя, идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше. Россия, любимая наша страна, могучая. Твое достояние на все времена. Спасибо! Для нас это не просто слово. Мы обязательно встретимся снова! Спасибо. Удачи вам! Наше сердце бьется весь наш жизненный путь. Научные исследования давно доказали, сердца людей, испытывающих сильные чувства друг к другу, могут начать биться в одном и том же ритме. Кажется, именно это случилось с сотнями молодых людей, которые на выставке «Россия» решили связать себя узами любви. В мае на ВДНХ в один день появилась сразу 151 новая семья. Так ярко и незабываемо на форуме прошел Всероссийский свадебный фестиваль. Пары со всей страны показали свои обряды и традиции бракосочетания. Всем желаем счастья и надеемся, что у нас оно тоже будет. Смотрим на каждую пару, удивляемся, какие все красивые.
Владимир Владимирович Путин объявил на выставке «Россия. Год семьи». И вот сегодня такой праздник. Даже говорить ничего не хочется, просто когда здесь находишься, чувствуешь, сколько счастья. Вот. И мы всей нашей дирекции, все организаторы желаем только одно молодоженам, чтобы вместе счастливы до конца. У нас там солнце, море, здесь с утра снег, холод. Я русская невеста, приехавшая с Сахалина, которая выходит замуж за татарина. Молодец. Молодожены приехали из самых разных уголков нашей страны. В качестве нарядов они выбрали национальные костюмы как дань уважения своему региону и традициям. Более 5000 образовательных мероприятий прошли на выставке «Россия». Это и лекции, и мастер-классы, и интеллектуальные игры. Финал «Что, где, когда» знание проходит на выставке «Россия». Здесь собрано все то, чем гордится наша страна. Вы тоже национальная гордость. Вы лучшие из лучших. Итак, внимание, правильный ответ на вопрос номер 53. Это чай. Наши сегодняшние ребята — это бывшие школьники со всей страны, отобранные из 121 тысячи участников интеллектуального соревнования «Что, где, когда». Для молодых людей очень важно разговаривать с людьми, которые являются для них примером. В рамках лекции «Общество знания» перед молодежью, подрастающим поколением выступают самые лучшие управленцы нашей страны. Министры, вице-премьеры, ученые, спортсмены — это те люди, которые рассказывают про себя и про свою жизнь. Каждый из нас должен быть сильным, а если мы все будем вместе сильными, то будет сильной наша страна. Она и есть, собственно, сильная, и она сейчас проявляет свою силу. Никогда не забывайте, что нужно сочетать две вещи. Служение отчизне, родине, своему народу, какой бы должности вы ни были. И второй момент — видеть человека. Тысячи волонтеров на выставке «Россия» стали незаменимыми участниками большой команды. На первый взгляд их обязанности могут показаться не столь значимыми. Поприветствовать, сопроводить, подсказать, дать 5, как говорится. Но именно они на самом деле создавали атмосферу выставки. Молодец! Всем хорошего дня, хорошего настроения! Дай 5 и будешь сиять. Встали вот сюда вот перед камерой, а вы можете в качестве оператора. Мы приглашаем гостей выставки, чтобы они попробовали себя в роли ведущего или кинооператора, или создаем какие-то композиции, если их пришло несколько человек, и сами их фотографируем на их же телефоны. Посмотрите, что получилось. Я серебряный волонтер. Это старшее поколение наших добровольцев. Я прошла конкурсный отбор, и меня взяли волонтером сюда на выставку. Помимо волонтеров на выставке работали квалифицированные гиды, проводники смыслов. Они съехались на ВДНХ со всей страны. У нас есть такая программа «Больше, чем путешествие». Экскурсоводы со всей страны, которые проходили отборы, которые здесь получают возможность вдохновлять посетителей выставки и показывать им Россию вот в миниатюре. Я прекрасно понимал, какая ответственность возложена на меня. И облажаться на такой выставке было нельзя, от слова совсем. Поэтому учил, изучал, ну, естественно, в процессе немножко даже импровизировал. Работа на выставке так вдохновила Стаса, что по возвращении в родной Пятигорск он придумал авторскую экскурсию по лермонтовским местам в память о великом русском писателе. Лермонтова без Пятигорска мы еще представить можем, то вот Пятигорск без Лермонтова представить нельзя. Сегодня Стас популяризирует родной край. Его экскурсия переносит гостей города в начало XIX века, помогает прочувствовать атмосферу лермонтовской эпохи и узнать Пятигорск не только как курорт, но и как место с глубокой историей.
Вы прекрасная публика. Я осознавал, что мы самая многонациональная страна в мире. Но что это настолько все масштабно. Благодаря 75-му павильону мне захотелось увидеть всю нашу страну воочию. Петергоф, на протяжении 200 лет бывшей парадной летней резиденцией российских императоров, неразрывно связан с нашей историей. Ежегодно миллионы туристов со всего мира приезжают посмотреть уникальный музей. Софья родом из Петербурга. После завершения выставки «Россия» она вернулась домой с накопленным опытом и новыми знаниями. И все летние месяцы работала в Петергофе. В самом центре у нас находится фонтан Самсон, разбирающий пасть львов. Не зря же нас на выставке называли проводниками смыслов. Нам сначала эти смыслы преподносили, обучали, и мы транслируем этот смысл на публику. С наступлением весны выставка «Россия» переместилась на улицу. Многотысячные шествия, уличные концерты, флешмобы. Март – особый месяц нашей новейшей истории. Ровно 10 лет назад референдум разделил историю Крымского полуострова на «до» и «после». В марте 2014-го Крым и Севастополь вернулись домой, в родную гавань, навсегда став частью России. Я была 18 марта 2014 года в Севастополе, и это непередаваемая атмосфера, которая царила в городе, дух единения, радости. Международная выставка «Россия» стала и одной из главных площадок Москвы в День космонавтики. Здесь, на территории выставки, на аллеях можно встретиться с космонавтами нашей Российской Федерации и взять у них автограф. Спрашивают очень много. И круглая ли Земля, например, и как оно в космосе. А правда, что все космонавты должны учить русский язык, даже иностранцы? Мы с нашими зарубежными коллегами общаемся по-английски, а они с нами общаются по-русски. Я просто рассказываю немножко о своей жизни, потому что, наверное, мне удалось сделать то, о чем мечтают очень многие ребята. Здесь можно было узнать, как тренируют будущих покорителей космоса, попробовать настоящую космическую пищу и даже примерить скафандр Юрия Гагарина. А еще в День космонавтики на ВДНХ прошла церемония бракосочетания сразу 4 пар работников космической отрасли. Именно 12 апреля выставка вступила в новый этап. Владимир Владимирович, наш президент, услышал наших гостей и продлил нашу выставку. То, что президент такое сказал, конечно, это подтверждение того, что это какое-то признание такого труда огромного количества людей. Это радость, гордость. И вот мы приняли решение, что с 12 апреля новый этап выставки, он пройдет под лозунгом «Создавая будущее». С наступлением мая на ВДНХ пришел праздник весны и труда. 5000 человек. Масштабное шествие. Главный лозунг «Май. Труд крут». Представители различных профессий, студотряды с флагами и транспарантами колонны прошли от начала выставочного комплекса до фонтана Дружбы народов. «9 мая» – один из наших главных праздников – День Великой Победы. Память о подвиге всей страны бережно хранят, передают от поколения к поколению. В честь Дня Победы на выставке «Россия» торжественная линейка и шествие. У многих были слезы на глазах, и у меня от этого пошли мурашки. Самое большое впечатление, что память о великом подвиге народ хранит.
Настоящие герои нашего государства, которые сегодня отстаивают интересы России на передовой. Спустя 80 лет, по примеру дедов и прадедов, бойцы СВО сражаются за Родину. Они особые посетители на выставке. В бою получил ранение и на данный момент нахожусь здесь на лечении. Вот, то есть появилась возможность ездить вот на такую прекрасную выставку. Видно, что Россия процветает, что у нас достаточно много хороших ученых подрастающего поколения. У меня были различные группы на выставке. Проводила экскурсии для участников специальной военной операции. Для них мои экскурсии, знаете, это было как форма реабилитации. После экскурсии у них горели глаза. Это видели все, было видно невооруженным глазом, потому что они испытывали гордость за величие нашей страны. Вера Бирская – посол гостеприимства Калужской области. Ее призвание – вдохновлять людей на путешествия по России. Параллельно выставке я училась, смотрела то, что нужно уже здесь организовывать так, как там. И вот эта проекция с выставки перенеслась уже сюда. В родном городе Жукове Вера теперь водит авторскую экскурсию, рассказывая об истории и нюансах приготовления исконно русского угощения калача. Пониже, можно, чтобы они увидели, пониже. Вот, посмотрите, какие красивые калачи. Вера не планирует останавливаться на достигнутом, ведь выставка научила ее мечтать, развиваться и двигаться к поставленной цели. Павильон «Атом» – самый крупный в России просветительский комплекс, посвященный развитию атомной промышленности страны. Свои двери он распахнул в день открытия выставки «Россия», а после ее завершения продолжил работу. На 7 этажах, 3 из которых скрыты под землей, вся история отрасли, долгое время считавшаяся засекреченной. Общая площадь павильона – более 25 тысяч квадратных метров. Экспозиция рассказывает об истории и современных достижениях отечественной атомной энергетики. Можно спуститься в бункер и узнать тайну создания первой советской ядерной бомбы, рассмотреть, как выглядит атомная электростанция, побывать в настоящей рубке ледокола и увидеть, как работает реактор. В павильоне «Атом» о ядерной энергетике говорят простым языком, чтобы было понятно и интересно как взрослым, так и детям. Без науки, без технологий мы не сможем обеспечить свой собственный суверенитет, в том числе и экономический, и технологический. Две тысячи детей и взрослых со всех уголков России, а также гости из более чем 40 стран в День защиты детей посетили выставку «Россия» и приняли участие в шествии мечтателей, организованном движением первых. Каждая из 5 ярких и стройных колонн обозначала одну из букв слова «мечта». С самого начала выставки, с 4 ноября, собираем ваши мечты, детские мечты. И эти мечты полетят в космос, чтобы быть ближе к звездам. И, конечно же, они обязательно все сбудутся. Мечты двигают нас вперед. Поэтому все, что вы будете мечтать, все будет сбываться. Главное, не забывать и верить в свою мечту. Все желания отправили на Международную космическую станцию. В специальной капсуле в космос полетели почти 900 тысяч сокровенных мечтаний. Первая идея о том, что мы должны поместить ее в специальную капсулу и благодаря космосу отправить на пилотируемом корабле непосредственно на орбиту, дополнилась нашим большим проектом, связанным с тем, что из каждого региона России участник движения по итогам конкурсной среды смог попасть 15 августа на Байконур. Я впервые буду наблюдать запуск ракеты, и хочется как можно скорее увидеть это своими глазами, заснять это на видео, показать своей семье, своим друзьям. Будьте с вами, будьте первыми! Я прыгала от счастья. Я никогда не думала, что смогу увидеть запуск ракеты. С первого дня открытия выставка «Россия» была буквально пропитана атмосферой любви и тепла.
Не случайно символ выставки «Огромное сердце», которое соединяет судьбы миллионов людей. Здесь сделали специально такое сердце, потому что выставка постоянно меняется. И поскольку приходит летний период, конечно же, лето у нас очень хорошо ассоциируется с цветами. У нас открылся фестиваль «Будущее в цветах», цветочная выставка «Россия». Каждый регион показывает через свои традиции, через свои особенности, и природные, и технологические, какой их взгляд в будущее. 89 клумб экспозиций по количеству регионов России. Каждая неповторимая, не похожая на другие, со своим колоритом. Основным элементом нашей экспозиции является скульптура Горянки. Она так и называется «Приглашение». Она установлена сейчас в городе Карачаевск при слиянии рек Кубани и Теберды на развилке дорог, где проходит дорога в горнолыжный курорт Домбай. Мы сегодня с вами попали на клумбу Чувашской республики. У нас здесь самый символ такой солнце. Это наше украшение, древо, которое нас всех соединяет. Потому что без солнца, без жизни наша жизнь бы не сохранилась. Молодые люди на выставке регулярно устраивали масштабные флешмобы на улице и в павильонах. Цель – объединить всех посетителей. Сделать так, чтобы гости почувствовали себя частью чего-то большого. Ручки выше! Молодцы! «О спорт, ты мир» – известный девиз, как никогда актуален и для выставки «Россия». Марафоны, тренировки, соревнования проводились здесь регулярно. Участниками спортивной программы стали более 100 тысяч человек. А в самой массовой зарядке приняли участие почти 6 тысяч. Всем привет, дорогие друзья, как дела? Я знаю, что многие занимаются спортом, но все начинается с зарядки. Руки на пояс, никому не мешаем и начинаем делать в другую сторону. Просто берите в руку платочек, ручки вверх, вдох, вниз, выдох. С утра встал, сделал зарядку. Это возможность познать свое тело. И даже когда не очень хочется это делать, но заставив себя, ты по-другому себя ощущаешь. Еще зимой на выставке открылась аллея славы, посвященная именитым российским спортсменам. На всеобщее обозрение выставили медали наших олимпийских чемпионов. Прекрасная идея, задумка было сделать аллею славы. Я с большим удовольствием отдала сюда все свои 7 золотых олимпийских Навсегда. медалей. Ничего себе. Да, и я знаю, что очень большое количество людей приходит сюда посмотреть, знаете, в какой-то степени прикоснуться. Кто увидит эти медали, кто поймет, что мы не только сограждане, но все мы большая, разноликая нация победителей, я надеюсь, будет готов применить свои усилия, упорство к тому, чтобы Россия стала еще сильнее, еще победоноснее. Вот чего они у нас дома делают, эти медали? Страна в нас вкладывала, и благодаря этому мы реализовали сами себя в наших видах спорта, которые дали нам путевку в жизнь. Вспомнили на ВДНХ и яркую советскую традицию – шествие спортсменов и физкультурников. В масштабном спортивном параде приняли участие бегуны, гимнасты, боксеры, пловцы, самбисты, футболисты и даже киберспортсмены. Это важно для всей нашей страны, и мы надеемся, что, как 105 лет назад, в следующем году мы это сделаем на Красной площади все вместе. Парады физкультурников проходили в нашей стране более 30 лет, вплоть до 1954 года. Сегодня незаслуженно забытую традицию решили возобновить. Это правда объединяет, сближает. Тем самым мы всему миру в очередной раз доказываем, что мы спортивная держава, очень сильно, и нас не победить. Выставка стала подлинной иллюстрацией единения и поддержки. Потому что Россия – это одна большая семья, где каждый готов подставить плечо ближнему.
Города у линии боевого соприкосновения, регионы приграничья, Донецк, Луганск, Запорожье, Херсонщина, Курск и Белгород. Сердца жителей всей России сейчас с ними. Мы раздаем сердечки, на обороте которых можно написать свои пожелания, послания Белгороду, а также пожертвовать от 1 рубля помощи. Каждый частичку своего сердца был готов подарить белгородцам. Казалось, желающих увидеть выставку так много, что людской поток на ВДНХ будет бесконечен. А сегодня у нас 18-миллионный посетитель. Им стала Елизавета из Владимира. И вся вот эта дружная семья поедет в Омскую область. Лиза, ты сегодня победительница. Спасибо. Летом территория ВДНХ утопала в красочном разноцветии. Но среди всевозможных цветов, роз, лилий, тюльпанов, главной оказалась скромная ромашка. Именно она стала символом одного из важнейших праздников – Дня семьи, любви и верности. В этот день состоялось торжественное закрытие выставки «Россия». 248 дней. Ровно столько продолжалось путешествие по выставке «Россия». И все познакомились, сдружились, стали родными. С ноября ее посетили более 18,5 миллионов человек. Гостями стали не только граждане России, но и представители более чем 120 стран СНГ, Азии, Арабского мира, Южной Америки и Европы. В день закрытия на выставку вновь приехал президент России Владимир Путин. Глава государства провел встречу с организаторами и сотрудниками международной выставки форума «Россия». Нам есть что показать и есть чем гордиться. Наследие выставки будет сохранено. По распоряжению президента создали Национальный центр «Россия», где будут демонстрироваться важнейшие достижения нашей страны. Никогда нельзя останавливаться, нужно всегда идти вперед, поэтому все только начинается. День за днем, штрих за штрихом мы создавали единый портрет нашей страны, необъятной и такой разной. Нашего общего дома, где всегда царят радушие, гостеприимство, открытость и подлинная любовь. Сердце я не предам, знаю я все отдам, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия.